думаю, что большинство присутствующих здесь хорошо его знают и знают его замечательную семью. Джери со своей семьей последнюю неделю находится в Киеве и очень так хорошо и эффективно служит нашей церкви. Он провел несколько личных встреч, несколько классов библейских, и поэтому сегодня, я думаю, будет очень полезно каждому из нас услышать очередное его послание уже в рамках нашего богослужения. Поэтому, пожалуйста, Джери, привет. Картинка «Лосиная» не случайно. Oh, I love your slide. Мне нравится этот слайд. Makes me feel right at home. Вот Makes me feel right at home. я чувствую себя дома. Okay, so this is, I saw this slide just briefly earlier, he showed me. Раньше Дима показал мне этот слайд. Okay, so a moose hunter would look at this moose, Те, кто охотится на лося, посмотрят на этого конкретно and лося. if he's a really smart moose hunter, И если этот охотник очень умный, he won't hunt that moose. он не будет охотиться на этого лося. Because in Потому что- Alaska, the antlers have to have a certain configuration. На Аляске рога лося должны быть особой конфигурации. That's a way of protecting the moose population. Таким образом, мы пытаемся защитить население лосей. Only certain ones can be harvested. Можно охотиться только на определенных. Now this guy could be legal, Этот, может быть таким, что можно на него охотиться, but from this angle I can't tell that. но с этого угла я не вижу как точно. Because these right here are called brow tines. I don't know how you just. Не знаю, как перевести эти названия конкретных этих рогов, But for it to be legal, there needs to be 3 of these. но чтобы этого лося можно было застрелить, там должно быть их 3. There might be a hidden one that I can't see, Один может быть спрятан, которого не видно отсюда, but I have to have a better look. но мне нужно посмотреть лучше. I have to maybe make a little sound to make the moose look at me. Возможно, мне нужно будет произвести определенный звук, чтобы лось повернул голову и посмотрел на меня. He might feel like he wants to be in a fight. И, может быть, похоже, что этот лось хочет с кем-нибудь So if he feels like fighting, сражаться. if he feels like fighting, I want to sound like another bull moose. This is a bull moose. И если лось хочет нарваться на сражение, я хочу звучать так, как звучит самец. So if I'm a hunter Так что, если бы я был охотником and I want to sound like a bull moose, и хотел бы прозвучать, как будто я самец, лось, all I have to do is go. мне надо вот так сделать. That's a challenge. Но это нелегко. But if it's mating season, It's a challenge for you or a challenge for moose? it's a challenge for the moose. Значит, это как бы вызов. Один самец лося бросает другому. So hopefully he'll swing his head around for me to take a better look. Возможно, надеюсь, что тогда лось повернет голову, и я тогда смогу лучше посмотреть. And to see if there's 3 of these things. И увидеть там 3 вот этих вот острия. Now there's a danger in this. Но в этом есть определенная опасность. Because if there's only 2, Потому что если там только их 2, and I've made the challenge, и я бросил вызов, I may have a problem. у меня может быть проблема. And then if it's time to look for a girlfriend, А если настает такое время, когда лось ищет подружку, I might want to sound like a cow moose. мне, наверное, нужно звучать как самка, как лосиха. That's about the only song I could ever teach you too. We could work on that together. Наверное, это одна единственная песня, которой я вас могу научить. You see Можем why? поработать немножко. When I go to a singing school, I'm not invited to help sing. Когда я еду в лагерь, где песенная школа проходит, меня не приглашают петь. They said you better just talk about Alaska. Мне говорят, ты лучше рассказывай об Аляске. Okay. And so the moose's diet. Итак, насчет лосиной диеты. Very, very important.
Это очень важная тема. A moose will eat anything, Лось будет есть все, что угодно. anything he wants to. Все, что он хочет есть. But fortunately, it's smart enough to eat only certain things. Но удачно то, что он достаточно умный, чтобы есть то, что ему годится. And what moose really like to eat are willow sticks. Что ему особенно нравится кушать, так это как бы побеги и молодые ветки ивы. That's probably what this guy's doing right now. Наверное, и вот этот вот лось тоже ест там эти веточки. They just kind of walk along, Они ходят and every once in a while they take a bite off of something. и время от времени что-то там откусывают. Now, I don't know where this picture's taken because this is not willow. Я не знаю, где фотографировали, но это явно не ива. I think he's just walking through a farmer's field. Возможно, он идет просто по какому-то полю на ферме. And he might take a bite or two of this, И, возможно, откусит там чуть-чуть, там чуть-чуть. but he's looking for willow. Но он ищет иву. In the wintertime in Alaska, sometimes we had some very bad winters. Иногда на Аляске у нас очень суровые зимы. Lots of snow, Много снега, and the snow gets so deep that it begins to be difficult for the moose to get around. и снег может быть настолько глубокий, что лосям очень трудно передвигаться. And since almost everything they eat is willow, and it's very small, it's often covered by the snow. И из-за того, что они любят кушать иву, это основная часть их диеты, а ивовые прутья не такие уж и высокие, их полностью закрывает снегом. It becomes a real problem for the moose. И для лося наступают проблематичные времена, They can actually starve. и они могут умереть от голода. Now, Alaskans love moose. На Аляске жители очень любят лося. It's just kind of a part of who we are. Это просто часть того, кем мы являемся. Many times we've opened the door to go outside from our house, Много раз мы открывали дверь дома, чтобы выйти на улицу. and there's a moose standing in the yard. Вот стоит лось у нас во дворе. Sometimes standing there looking at you, open the door, and И there's the когда moose. стоит, смотрит на нас, открываешь дверь, вот она, морда. And Alaskans just kind of get used to moose, Аляскинцы привыкают к лосям. but they expect them to be around, kind of like a family member. И мы ожидаем, что лоси где-то так вот вокруг, ну, почти как члены семьи. Yeah, a wife might get used to her husband being around, but she expects to see him. Ну, почти как жена может привыкнуть к мужу и время от времени ожидает, что она его увидит где-то так рядышком. Even if he's kind of in the way sometimes, Даже если он иногда и мешает, путается под ногами, he's supposed to be there. но он должен быть где-то рядом. That's the way Alaskans feel about moose. They're supposed to be there. Точно так жители Аляски чувствуют себя насчет лосей. Они должны быть где-то недалеко. One time, Violetta and I were in Anchorage, which is our biggest city, Однажды мы вместе были в Анкоридже, это самый большой город Аляски. and we were right in the middle of the city. Мы прямо в центре города. And it was nighttime. Было уже поздно, We were in our car. мы в машине We were coming down a hill towards a stoplight. и спускаемся вниз по холму к светофору. The light's red, Красный свет and there's a crosswalk. и переход через дорогу. And from one side, there's a family walking. С одной стороны идет по переходу семья, And from the other side, с другой стороны there's a bull moose walking. самец, лось. And they just walk right past each other and look at each other. Просто проходят, смотрят друг на And друга cross the и идут street. дальше. So we're very used to seeing moose. Так что мы привыкли к тому, что лоси And we рядом. like them. И нам они очень нравятся. And so in the winter, if they start starving, we start getting worried. Так что если зимой они голодают, мы начинаем волноваться. We want to help them. И хотим им помочь. And everyone's like, oh, I gotta feed the poor moose, they're starving. И почти каждый думает, бедные лоси, они голодают, надо как-то их накормить. And like I say, moose will eat pretty much anything. И как я сказал, лось будет есть буквально что угодно. In fact, one of the big problems we have in the summertime is moose really like gardens. И летом, например, у нас довольно большая проблема в том, что лоси любят кушать то, что мы выращиваем в садах и огородах. We have to build tall fences around our gardens. Нам приходится строить высокие заборы вокруг огородов, And otherwise, the moose in one evening can eat everything in the garden. иначе за один вечер лось может подчистую съесть все, что растет в огороде.
but it's really not that good for the moose. Но для лося это не так уж и хорошо. Now, I like ice cream. Мне нравится мороженое. Alaskans eat more ice cream than any other state per capita. Жители Аляски съедают больше мороженого на душу населения, чем в любом другом штате. Yeah, we like cold things. Мы любим то, что холодное. But as much as I like ice cream, Но насколько бы мне не нравилось мороженое, I've decided perhaps I shouldn't eat ice cream for every meal. я решил, что, наверное, не стоит кушать его с каждым приемом пищи. Ice cream probably should not be the only food I eat. И мороженое наверняка не должно быть единственной пищей в моем рационе. Because if all I eat is ice cream, Потому что если я буду есть только мороженое, first I'm going to get even bigger than I am, сначала я стану еще больше, чем я есть сейчас, and then I'm going to die. а потом я умру. You can't survive just on ice cream. Потому что невозможно выжить Might только taste на good. мороженом. Может быть, оно хорошее на вкус, Not good for you. но для вас оно не полезное. Moose in the garden. Это точно так, как лось и огород. You sometimes see moose in the summertime. They wade out into lakes and they stick their head under and they pull stuff off the bottom to eat. Иногда летом можно увидеть, как лось заходит далеко в воду, в озеро или в реку, и что-то там вытаскивает со дна. Just another flavor of ice cream. Это как еще один вкус мороженого, другой вид мороженого. You gotta have those sticks. Им нужны веточки. I work sometimes at a place called the Moose Research Center. Иногда я работаю в месте, которое называется исследовательский центр изучения лосей. The largest moose research center in the world. Это самый большой исследовательский центр во всем мире. We just try to learn about moose. Мы пытаемся изучить лосей. And a big part of knowing about moose is understanding their diet. И одна из больших частей, как мы изучаем, мы должны знать, что составляет их диету. And at the research center, there's often not enough food, and so we have to supplement their diet. И часто на территории этого центра недостаточно пищи для лосей, поэтому нам нужно дополнять их рацион. And what we do is we feed them willow. Что мы делаем? Мы кормим их ивой. We have a company that actually makes the willow, grinds it all up for us, and we have big bags, and we dump it in and let the moose Есть eat it. компания, которая выращивает специально иву, потом снимает урожай ивовых веток, измельчает их, собирает и вот в таких упаковках привозит нам. Because we've learned that's what the moose needs. Потому что мы поняли, мы разобрали, что именно это лосям нужно. But other people don't understand that. Но многие этого не понимают. And so in the middle of the winter, Поэтому посреди зимы they see the moose starving. они видят, что лось хочет кушать. They go down to the grocery store Они идут в магазин and ask for old cabbage. и просят старую капусту. Oh, moose like those cabbage heads. Ох, как лосям нравится эта капуста. They don't even have to turn it into borscht. They'll just eat it Даже straight. борщ не надо из нее варить. Они будут есть просто так. They love them and they'll eat them and eat them. Они будут ее есть и есть. And the more they eat, the more the people want to get more cabbage heads. They begin to buy cabbage heads to feed to the moose. И чем больше они едят эту капусту, тем больше люди воодушевляются и стараются их кормить еще больше этой капустой. And they're so happy that they're feeding the moose and the moose is eating the cabbage. И люди так рады, что они кормят этих лосей, что лоси едят капусту. But here's the sad part. Но грустная часть, Moose dies. лось умирает, Because it's the wrong food. потому что это неправильная пища для него. They got to have the right food. Им нужна правильная пища. Oh. Now I begin to see a parallel in our lives with moose. И я начинаю видеть параллели в нашей жизни с жизнью лося. We got to have the right food. Нам нужна правильная пища. Not just the right physical food, Не только материальная пища, the right spiritual food. но и правильная духовная пища. In the Gospel of John, Jesus calls himself the bread of life. В Евангелии от Иоанна Иисус называет себя хлебом жизни. He's the real food, Он настоящая the пища. real thing. Настоящее. There's lots of people in the world trying to offer spiritual food substitutes. Очень многие в этом мире
пытаются предложить то, что будет заменой духовной пищи. Some of them sound really good at first. Некоторые сначала звучат очень привлекательно. For an American, one that sounds really good is, I can do it myself. Что для американцев звучит привлекательно, это то, что ты можешь сделать это сам. I don't need anybody. Мне не нужен никто, I don't need God. мне не нужен Бог, Do it on my own. я могу сам справиться. That's like a big ice cream cone with chocolate icing or chocolate syrup on top of it. Это как будто большое мороженое и шоколадный сироп сверху. Oh, I like that idea. Мне эта идея очень нравится, That's what we're taught to be. потому что именно этому нас учат. Independent. Независимые. So independent we don't even need God. Такие независимые, что нам не нужен даже Бог. Forget about God. Забудьте о Боге. Who needs God? Зачем? Кому он нужен? I got ice cream. У меня есть мороженое. And then there's other flavors of ice cream out there, of course. И, конечно же, есть другие вкусы мороженого. There's other kinds of religions out there. Есть очень много разных религий. Buddhism. It's the same word. Is it? Okay. Is it? Interesting. Это то же самое Okay. слово. The idea of Buddhism is basically, I can do it myself. Идея буддизма в общем состоит в том, что я могу и сам справиться. If I think it enough, Если я достаточно буду думать об этом, I can arrive. я могу прибыть, I can reach my goal. я могу достичь цели. I spent time in India doing missionary Я work. провел какое-то время в Индии, работал там как миссионер. City of Calcutta, I believe has, last I knew, was like 10,000 different gods they worship in that city. В городе Калькутта, последний раз, когда я проверял, они поклонялись более 10 тысячам разных богов. They've got a God for everything. У них есть Бог для всего. But in India, it doesn't take too long to see there's a problem. Но когда вы находитесь в Индии, не нужно долго времени провести, чтобы увидеть, что там есть проблемы. I've seen Hindu priests that are taking baths in dog manure. Я видел индусского жреца храма, который купался в собачьем помете. They actually take the dog dung and rub it in their hair and all over their Брали body. собачий помет и растирали по телу. And the reason for that? Почему они так делали? Because they believe the closer you are to insanity, the more spiritual Потому you are. что они верили, что чем ближе ты к сумасшествию, тем ближе ты к Богу. That's ice cream for them. Для них это мороженое. Yeah, not the flavor I want. Не тот вкус, который меня интересовал бы. There's all sorts of flavors out there. Очень много разных вкусов и наполнителей. But Jesus makes a very profound claim. Но Иисус сказал что-то такое очень простое, He's the only way to God. что Он единственный путь к Богу. He's the bread of life. Он хлеб жизни. He's the only true food. Он единственный, который является настоящей пищей. So many people want to reject Jesus. Очень многим хочется Sometimes убрать it's Иисуса, because they're disappointed with God. потому что они расстроены, они разочарованы в Боге. I've had friends in Alaska who've had a loved one die. У меня есть друг на Аляске, у которого умер любимый человек. And they've prayed and prayed for their sick loved one to be well. И они молились очень много и долго об исцелении этого человека. And the loved one dies. Но все равно любимый человек умер. You say, God, why? И они спрашивают: Бог, почему? And then they say things like, if there was a God, he wouldn't have let that happen. И потом они сказали: если бы Бог был, Он бы этого не допустил. I have many atheist friends that I work with. Со мной работают очень много друзей, которые являются атеистами. Often they'll point at something and say, if there was a God, he wouldn't let that happen. Очень часто они указывают на что-то и говорят: если бы был Бог, этого бы не было. But what they're really saying Но что они делают на самом деле? is, if I was God, I Они wouldn't let говорят, that happen. как будто бы, если бы я был Богом, то вот этого не произошло бы. And the temptation becomes me putting myself before God. И получается, что приходит искушение поставить себя выше Бога. First commandment
no other gods before me. Первая заповедь Бога. And so often the temptation is to put myself before God, И очень часто искушение приходит поставить себя на это место. to make myself God. Сделать себя Богом. That's a completely empty diet. И это абсолютно пустая диета. That diet leads to death, Эта диета ведет к смерти, eternal death, к вечной смерти, sadness, грусти, eternal pain. к вечной боли. But then the diet that God wants us to have leads to eternal joy, Но та диета, которую предлагает Бог, ведет к вечной радости, to eternal health. к вечному здоровью. This moose, he has to eat a lot of food. Этот лось должен очень хорошо кушать. Every year he has to grow a new set of antlers. Каждый год ему приходится выращивать новые рога. Every year he loses those antlers in about January. Примерно к январю каждый год лось теряет свои рога. And every year he has to begin growing a new set. И каждый год он выращивает их заново. And it takes lots of nutrition to do that. И для того, чтобы отрастить рога, ему нужно очень много питательных веществ. I've carried moose antlers before on my back after hunting. После охоты мне приходилось переносить на спине рога лося. A set like that can weigh 20 to 25 kilos. Вот такие рога могут весить 20-25 килограммов. Can you imagine carrying that around your head all the time? Можете представить себе, если бы вы носили такую тяжесть у себя на голове? Their necks are huge. А у лосей огромные шеи, Huge necks. большущие. So they're not only growing their antlers, they're having to take care of their necks, they're having to be strong. И когда они носят эти рога, им нужно заботиться о своей шее, чтобы удержать это все. They got to eat the right food. Им нужна правильная еда. I'll tell you another story about the Moose Research Center. Еще одну историю расскажу вам об этом центре исследований. We have mainly cows at the, В основном у нас самки, лосихи, but we always have 2 or 3 bulls there. но всегда есть 2-3 самца. Now, the Moose Research Center is made of giant pens. They're like 2 kilometers each direction. Этот центр представляет собой как будто бы много квадратов отгороженной территории. И каждый квадрат где-то 2 километра одна сторона квадрата. Вот много таких загонов. 2 километра на 2. They're 4 filled with, километра they're filled квадрата. with brush and willow and trees. There's all kinds of В things there. этих квадратах там и лесная зона, и много ивы, и много кустарника. And they're pretty hard to find sometimes out there. И иногда лосей трудно найти. And so, one year, the scientists decided we need to do a study on antlers, the genetics in antlers. И однажды биологи решили, нам нужно исследовать генетику этих рогов. And so they want us to collect the antlers after they fall. Так что они хотели, чтобы мы прошли и собрали эти рога после того, как лоси их сбросят. But the pens are 2 kilometers by 2 kilometers and filled with brush. И каждый загон 2 километра на 2 километра и полны всякого кустарника. How are you supposed to find antlers in that place? Как найти рога вот в таких местах? And so we said, Тогда мы придумали. in November, when the antlers are their biggest, В ноябре, когда рога достигают самого большого размера, we take a tranquilizer gun with a dart, мы берем усыпляющие дротики, оружие с ними, we shoot the moose, put him to sleep, стреляем в лося, он засыпает, cut off the antlers. мы отрезаем рога. We don't have to go look for them that way. И тогда не нужно их искать. Kind of lazy, but good idea. Лениво, конечно, но идея хорошая. Okay, so it comes November. Итак, подходит ноябрь, It's time to get the antlers. пора собирать рога. We have 3 bulls with big antlers. У нас есть 3 лося с огромными рогами. One of the bulls' names is Hugo. Одного звали Хьюго. Now Hugo, he was the dominant moose. Он был лось, который был вожаком, доминантный His лось. antlers were huge. Его рога были огромные, Really huge. огромные. But
Hugo lost one of his antlers prematurely. Но он потерял один рог каким-то образом до срока. And we didn't find it. It's out in the pen somewhere. И мы не нашли этот рог, где-то там в кустарнике потерялся. In fact, he's the reason we said we better go ahead and shoot these guys to get their antlers off. Из-за этого мы решили других пострелять снотворным, чтобы эти рога не потерять. And so Hugo would walk around with this one antler. Юга ходит вокруг и вот так вот с одним рогом перекошенный. Well, there's the next moose in line that is almost the same size as Hugo. Следующий лось в очереди на первенство, на лидерство, почти такого же размера. His name actually is Los. Его звали Лось. Okay? And Los is not a very nice moose. И лось вообще-то не очень хороший лось. He's been looking for his opportunity. Он искал возможность, шанс. As soon as Hugo loses that one antler, Как только Хьюго потерял один рог, Los takes over. лось вышел. Now I'm the big moose. Теперь я большой. Well, Hugo, we had raised from the time he was a calf. Хьюго был выращен в этом центре с тех пор, как он был маленьким лосенком. And even as a big bull with his one antler, he really liked us. И даже когда он был очень большим, с этим огромным рогом, он все равно нас любил. And we felt sorry for Hugo getting pushed aside by Los. И нам было жалко, что лось его как бы отталкивает в сторону. So we decided we'll cut Los's antlers off first. Поэтому мы решили, что обрежем лосю рога раньше. So we shoot Los. Итак, мы стреляем в лося. We go over, I get to be like a big game hunter, I get my picture with it, and with my rifle. Я вот так вот, как большие охотники, стою со своим ружьем, держусь за рога и сфотографировался. It's like the greatest hunting ever for me. Для меня это была самая лучшая охота. Because after I'm done, I just give him a reversal drug and he gets up and walks away. Потому что после того, как я отрезал рога, все закончил, я делаю ему еще один укол обратной реакции, тот просыпается и уходит. And so we get Los down on the ground. Итак, лось на земле. And since Hugo has been bottle fed and he likes it, he comes to see what's going on. И из-за того, что Хьюго вырастили, кормя его из бутылочки, ему хочется подойти к нам поближе и посмотреть, что там происходит. He's very interested in what's going on with Los. Ему интересно, что там с лосем. And so we get down at the fall and try to cut the antlers off. Итак, вот мы берем пилу и пытаемся отрезать, отпилить Hugo, эти рога. with his one antler, Но у Хьюго один рог все-таки еще есть. wants to see what we're doing. И он смотрит, что же мы делаем. You see those points? Видите вот эти вот все острия? Some of those are sharp. Некоторые из них очень острые. And we're trying to thaw and Hugo's going, А мы ходим, пытаемся пилить, а Хьюго ходит и размахивает своим we're going, рогом. Hugo, stop, get back. Уйди, уйди, Хьюго, уйди в сторону. Hugo could kill us Потому with что those он things может without even trying. убить нас, даже не ожидая этого и не желая. So you can kind of imagine a big friendly dog with a giant antler hanging off. Так что представьте себе большую, дружную, такую дружелюбную собаку с огромным рогом. So two of us kind of kept Hugo away while the other one was falling off the И antlers. двое из нас этого Хьюго удерживают в стороне, а один отпиливает рога лосю. We fall the antlers off, Мы отпилили рога, give the reversal drug to Los, отдали укол лосю, чтобы он проснулся. and after a few minutes, Los gets up. Через несколько минут лось He's kind of like, поднимается. you know, he's not doing real well yet. Он Takes a не очень moment. себя еще хорошо чувствует. And the moment he gets kind of steady, Как только он стоит твердо относительно на ногах, Hugo walks up to him Хьюго подходит and goes. и показывает. Los goes. Лось отходит, Los backs down. лось отходит назад, And Hugo's in charge again. и Хьюго опять лидер. And we were so happy А мы были очень because we счастливы, liked Hugo. потому что нам нравился Хьюго. And Los was kind of a pain. А лось был, ну так, болячка в одном месте. But Los was strong. Но лось был очень сильным. And there's another part to the story. И есть еще одна часть There's истории. another moose named Green. Есть еще один лось там по имени Грин, зеленый. Green had smaller antlers, but he was the up and coming. У Грина были рога поменьше, но он еще продолжал расти и претендовать на лидерство в будущем. And he was strong too.
Он был очень сильным. and he's looking for his opportunity. Он ищет свой шанс. One time, I saw Green, and I was driving in a truck in the field where he was at. Однажды я увидел Грина, когда я ехал на грузовике по тому полю, где он жил. And for some reason it scared him, and he ran to a gate. Почему-то это его испугало, и он побежал к воротам. This gate was about this tall, Ворота были примерно такой высоты, made out of metal and wire. сделаны были из металла и проволоки. Just a week earlier, we'd repaired this gate. Только за неделю до этого мы отремонтировали ворота. It took 3 of us and a jack to be able to set this thing on the hinges. It's so heavy. Нас было 3, и мы использовали еще, вот такой рычаг большой, чтобы эти ворота поставить на место. Green runs up to that gate, Грин подбегает к этим воротам, sticks his antlers in, своими рогами поддевает их, picks up, поднимает, comes off the hinges, снимает с петель and he takes off running with our gate. и бежит с этими воротами на рогах. And he runs several feet, Причем отбегает несколько метров, and he just flicks his head. потом так машет головой слегка. And this gate that 3 of us could barely pick up Эти ворота, goes, float, 3 из нас еле их могли goes поднять. floating like a kite, И эти ворота летят, как воздушный and змей, then crashes to the ground. и падают на землю. Green was strong. Грин был очень сильным. And so when he sees Loaf doesn't have his И antlers, вот, когда он видит, что у лося нет рогов, I'm going to show you who's next. теперь я Number покажу, 2 now at least. кто теперь я. Теперь я как минимум номер 2. And so he walks up to Loaf, Так что подходит к лосю. feeling pretty tough now. He's Вот. class. Ага, привет, Class, лось. class. Теперь я. Теперь я здесь. Loaf looks at him, Лось смотрит на него. no antlers, Нет рогов. says, I don't like you, Green. Смотрит и как будто говорит: And мне he ты takes не off. нравишься, Грин. And charges Green, И начинает идти на Грина. and with no antlers, he И gives даже, Green a headbutt between the antlers. и даже без рогов он лбом сталкивается с лбом Грина. And now Green's the one И staggering. теперь Грин вот так вот себя ведет, Staggers a moment, немножечко его he пошатывает, turns around and runs away. потом он разворачивается и убегает, Because he's not the big wolf. потому что он еще не самый большой. Not the one he thought he was. Не настолько, как он себя представлял. You know, Christianity is a lot like you do. Христианство очень похоже на Хьюго. Sometimes to people we look pretty odd. Иногда мы, люди, выглядим вот довольно странно. What is it with these crazy Christians? Что не так с этими ненормальными христианами? But you know what? Но знаете что? We got Jesus, У нас есть Иисус. so we got the power. Так что у нас есть власть. We can't let any loaf move try to intimidate us. Мы не можем позволить никакому лосю испугать нас. Because there are a lot of loafs out there Потому что в мире есть очень много лосей, wanting to run right over us, которые хотят пробежать прямо по нам, wanting to take charge. которые хотят взять власть в свои руки. But we have a promise here. Но у нас здесь есть обещание, If we stay faithful, что если мы будем оставаться верными, we win. мы выиграем. We win. Мы выиграем. Absolutely. We serve God, Мы служим Богу. and that's the purpose of life, Это цель жизни. to glorify God. Прославлять Бога. So many people miss it. Очень многие люди это теряют. They think the purpose of life is to glorify themselves. Они думают, что цель в жизни это прославлять самих себя. Sometimes that happens even in Christianity. Иногда это случается и в христианстве. We want to glorify ourselves. Мы хотим прославлять самих себя. We build churches where we come and we get what we want and we leave. Мы строим церкви, приходим, получаем, что мы хотим и уходим. Do you know that's a terrible example of the church? Знаете, что это плохой пример церкви. And we have the church set up like that in many places. Но есть такие церкви во многих местах. The church becomes like a supermarket. Церковь становится как будто супермаркет. I come to the supermarket, get what I want. Я прихожу в супермаркет, чтобы купить, что мне нужно. Maybe a little cabbage for my moose. Может быть, маленькую капустину для лося. I go home, Я иду домой feel good about it. и хорошо себя чувствую. Been to the church supermarket.
Я сходил в церковный магазин. But you know that's not what the model for the church is in the Bible? Но вы знаете, что в Библии совсем не такая модель церкви описана. The model for the church in the Bible is much more like a caravan moving through the wilderness. Церковь, описанная в Библии, скорее похожа на караван, который движется по пустыне, Where a group of people are moving together где группа людей движется вместе. with a common goal in mind. With a common goal. We're going to И where их we're going. сознание настроено так, что прийти куда-то и двигаться дальше. And as we travel together, И когда мы вместе путешествуем, we help each other out. мы помогаем друг другу. And every time we help each other out, И каждый раз, когда мы помогаем друг другу, and every time we reach out to people who are not in the caravan to bring them into the caravan, каждый раз, когда мы протягиваем руку тому, кто находится поза караваном, когда мы их берем к себе, we glorify God. мы прославляем Бога. As Christians, our job is to bring people into the caravan. Наша работа и обязанность как христиан принести людей, привести их в наш караван. Not for us, Не для нас, for God. для Бога. That's the design. Так задумано. And so, the question for you is, where do you fit in all this? Так что вопрос к вам. А где вы находите себя во всем этом? What kind of diet are you on? На какой вы диете? A lot of people diet on politics. Многие свою диету основывают на политике. Is there anything wrong with politics? Что-то не так с политикой? I like politics, Да, мне интересно, нравится политика. but not when politics replace God. Но не в том случае, если политика заменяет Should Бога. Christians be involved in politics? А должны ли христиане заниматься политикой? Absolutely. Конечно же. We're supposed to be involved everywhere, Мы должны заниматься абсолютно всем, so we can invite people into the caravan, чтобы пригласить людей в наш караван, and so we can move towards God. чтобы together. мы могли двигаться к Богу. Are you moving towards God? Двигаемся ли мы к Нему? If you don't have Jesus, you are not moving towards God. Если у вас в жизни нет Иисуса, вы не двигаетесь к If you don't Богу. have Jesus, you got a bad diet, Если у вас нет Иисуса, у вас плохая диета. because Jesus is the bread of life Потому что Иисус – это хлеб жизни and the only way to God. и единственный путь к Богу. Let's pray. Давайте помолимся.